Всем привет! В этом видео речь пойдет про то, как сделать простой амперметр на базе АЦП-преобразователя, подобный тому, что использовался в моем самодельном USB-тестере. Сейчас на экране должна появиться ссылка на видео про него. Принцип работы этого амперметра основан на измерении разности потенциалов на резисторе. Этот амперметр можно будет использовать в цепях с током примерно до 5 ампер. Как правило, большинство Arduino проектов укладываются в эти параметры. Для цепей с большими токами нужны будут амперметры, работающие за счет измерения магнитного поля. Это видео частично перекликается с видео про цифровой вольтметр. Сейчас на экране появится ссылка на него, поэтому часть информации будет дублироваться. Ничего не поделаешь, приборы хоть и разные, но в чем-то вопросы схожие. Под видео есть список временных меток. Итак, работа амперметра основана на аналогоцифровом преобразователе. Аналогоцифровой преобразователь – это устройство, которое в соответствии с уровнем напряжения на входе возвращает цифровое значение на выходе. То есть, по сути дела, это и есть вольтметр. В Arduino Uno есть 6 пинов, которые содержат АЦП-преобразователь. Это контакты с номерами от А0 до А5. Чтобы их задействовать, достаточно в блоке Setup установить для них режим Input. После этого в программном цикле Loop можно будет получить значение с этого входа при помощи вызова функции analogRead. Эта функция возвращает целые числа в диапазоне от 0 до 1023, что соответствует напряжению от 0 до 5 вольт. Зная это значение, легко рассчитать напряжение на входе. На вход А0 должен поступать положительный потенциал. Его также стоит притянуть к земле через резистор. Номинал этого резистора может быть в очень широких диапазонах. У меня обычно получается, что номинал должен быть от 1 до 100 кОм. В противном случае на входе АЦП будут скапливаться радиопомехи, и значение на выходе не будет нулевым даже при нулевом потенциале. В Arduino Uno установлен 10-битный АЦП с уровнем логики 5 вольт, поэтому на выходе получается 2 в 10 степени значений, что соответствует напряжению от 0 до 5 вольт с шагом примерно в 0,005 вольта. В других микроконтроллерах может быть другой уровень логики АЦП и другая разрядность. Вот таблица с некоторыми популярными микроконтроллерами. Также есть отдельные Arduino модули, которые реализуют АЦП. Они могут пригодиться, если стандартные АЦП вас чем-то не устраивает или их недостаточно много. В Arduino можно менять значение опорного напряжения АЦП. Для этого существует функция AnalogReference. В качестве аргумента ей может быть переданы константы. Вот список этих констант. Эта функция меняет уровень опорного напряжения сразу на всех АЦП входах. Отдельное внимание заслуживает константа External. Дело в том, что на некоторых платах Arduino есть специальный контакт, который нужен для подачи на него опорного напряжения. Таким образом, можно изменить значение опорного напряжения на такое, какое вам будет удобно. Но я бы не стал использовать этот контакт для повышения напряжения. Он больше подходит для понижения напряжения. Входной сигнал часто содержит высокочастотные помехи, поэтому на входе лучше подключить фильтр нижних частот. Он фильтрует помехи выше определенной частоты. Частота среза рассчитывается следующим образом. Например, если емкость конденсатора будет 10 микрофарад, сопротивление резистора 1 кОм, то частота среза будет примерно 16 Гц. Уменьшить шум также можно программно. Например, вместо того, чтобы делать одно измерение, можно сделать несколько десятков измерений подряд, а затем рассчитать среднее значение. Число измерений и паузу между ними лучше подбирать экспериментально. Теперь можно рассмотреть, как устроен сам амперметр. Допустим, нам нужно измерить силу тока в этой цепи. В ней есть источник питания и нагрузка. Обратите внимание, что это не та же самая цепь, что питает Arduino. В этой схеме Arduino имеет свой собственный отдельный источник питания. Такой пример более интересен. В измеряемой электронной цепи напряжение может быть выше или ниже, чем в цепи питания Arduino.
Но может быть и так, что Arduino работает от той же сети, в которой мы измеряем ток. Эта схема специально составлена так, чтобы она работала и в случае, когда это один и тот же источник питания, и когда это два разных источника питания. Принцип работы этого амперметра основан на измерении разности потенциалов на резисторе R2. Очень важно, как и куда именно включен резистор R2. Он должен быть включен на разрыв минусового провода. Земля обоих источников питания должна быть соединена между собой до резистора R2, а нагрузка должна быть подключена после резистора R2. По-другому это работать не будет, потому что тогда на контакте А0 будет оказываться либо отрицательный потенциал, и Arduino вообще его не заметит, либо слишком высокий потенциал, и тогда точность будет низкой, либо это не подойдет для схемы с одним и тем же источником питания. Нагрузка, подключенная до резистора R2, будет не видна для амперметра, потому что это будет две разные цепи в параллельном соединении с разными токами. Резистор R2 и нагрузка соединены последовательно, через них текут одинаковые токи. Это и есть тот самый ток, который мы ищем. Его можно будет найти из закона Ома. Сопротивление R2 нам известно. Напряжение на этом сопротивлении можно измерить с помощью АЦП. Остается поделить напряжение на АЦП на известное сопротивление R2, и получится ток. Как правило, в качестве резистора стараются выбрать резистор небольшого номинала и большой мощности. Почему это так, будет понятно на примере. Давайте посчитаем, какая мощность будет рассеиваться на резисторе в 1/10 Ома, если ток в сети будет 5 ампер. Два с половиной ватта это много. Чтобы рассеять такую энергию, нужен большой резистор. Если бы сопротивление было 1/100 Ома, то тепла выделилось бы в 10 раз меньше. В магазине радиодеталей без проблем можно найти резистор на 0,1 Ома и мощностью 2 ватта. Если взять два таких резистора и спаять их параллельно, то получится резистор мощностью 4 ватта. И этого уже будет достаточно. Но резистор меньше, чем 0,1 Ома найти сложно. К тому же сопротивление такого резистора будет близко к сопротивлению проводов в схеме. Поэтому в заводских мультиметрах можно увидеть вместо этого резистора кусок толстой металлической проволоки с известным сопротивлением. Разность потенциалов при этом на резисторе R2 будет полвольта. А это значит, что нужно задуматься о понижении опорного напряжения хотя бы до 1,1 вольта с помощью функции аналога reference, или еще ниже с помощью контакта RF и делителя напряжения. Для делителя напряжения можно взять напряжение, например, с выхода 3,3 вольта на той же плате Arduino. На этом контакте напряжение должно быть стабилизировано. Как рассчитать делитель напряжения, я думаю, вы знаете. Если нет, я рассказывал об этом вот в этом видео. Сейчас на экране должна быть ссылка на него. Эти два резистора на 10 и 56 кОм и с напряжением в 3,3 вольта как раз делают полвольта. В завершение скажу, что внешние АЦП модули часто обладают гораздо более интересными параметрами, чем встроенные в Arduino. Если использовать их, то можно получить более интересный результат. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание. Ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.